Стая голодных косаток напала на одинокого беззащитного китенка, и казалось, что морские хищники вот-вот разорвут малыша на куски. Но в критический момент случилось нечто совершенно неожиданное. Ему на помощь пришли те, кого никто не ждал. Просторы Тихого океана таят бесчисленные тайны, и в один из обыкновенных дней группа морских биологов вышла в море на своем исследовательском судне. Ученые собирались изучать миграцию синих китов, величественных гигантов океана, но судьба распорядилась иначе, подбросив им удивительное открытие. Ранним утром, когда первые лучи солнца мягко коснулись линии горизонта, окрасив небо в розово-золотые оттенки, внимание ученых привлекло нечто необычное. Вдалеке, среди спокойной глади моря, они заметили маленькое темное тело, которое медленно двигалось, то исчезая в волнах, то вновь показываясь на поверхности. Судно осторожно приблизилось, и вскоре стало ясно, что перед ними крошечный китенок, блуждающий в одиночестве среди бескрайних вод. Он выглядел растерянным и напуганным, его дыхание было неровным, а движения — хаотичными. Биологи, замерев на палубе, наблюдали, как малыш издает жалобные звуки, будто звал свою мать. Через несколько минут ученые определили, что это детеныш синего кита, самого крупного животного на планете. Но рядом не было ни одного взрослого кита. Они обшарили взглядом горизонт, надеясь увидеть мать, но напрасно, вокруг простиралось лишь безмолвное море. Китенок остался совершенно один посреди безбрежной стихии. Ученые приняли решение не вмешиваться, чтобы не напугать его, но остались рядом, наблюдая. Время шло, солнце поднималось все выше, а ситуация не менялась. Малыш все дальше уплывал от берега, его движения становились все слабее, дыхание прерывистым, а жалобные звуки — редкими и глухими. Было ясно, без материнского молока и заботы он долго не продержится. И вдруг поверхность воды вокруг него начала бурлить. Группа косаток заметила беззащитного детеныша. Их черно-белые тела стремительно скользили под водой, окружая жертву. Ученые на судне застыли от ужаса. Косатки начали охоту. Их стройные тела двигались с пугающей синхронностью, кольцо вокруг малыша сужалось. Самая крупная из них метнулась вперед, ударила китенка хвостом и попыталась вцепиться в его плавник. Малыш отчаянно сопротивлялся, но силы были неравны. Его пронзительный крик эхом разнесся над водой, заставив сердца наблюдателей сжаться от боли. Все казалось предрешенным. Еще немного, и трагедия станет неизбежной. Но именно в этот момент произошло чудо. Морская гладь вдруг вздыбилась, и из глубины, словно стрелы света, вырвалась стая дельфинов. Они появились внезапно, стремительно, будто сама природа послала их на помощь. Ученые не верили своим глазам. Дельфины, обычно сторонящиеся косаток, не просто приблизились, а целенаправленно атаковали хищников. Их тела молниеносно пронзали воду, врезаясь в строй косаток и нарушая их четко отлаженные действия. Море вокруг превратилось в кипящее поле битвы. Дельфины били хвостами по поверхности, создавая мощные волны, сбивавшие охотников с курса. Они издавали резкие звуки, будто координируя действия. Их удары мордами и плавниками были точными и сильными, способными сбить даже крупную косатку с равновесия. Мгновенно охота хищников превратилась в хаос. Дельфины носились вокруг, мешая им замкнуть кольцо. Несколько косаток попытались уйти в глубину, но дельфины не позволяли им приблизиться к китенку. Слаженность их действий поражала, будто они понимали друг друга без слов. Хищники начали отступать. Еще мгновение, и вся группа косаток, потеряв инициативу, развернулась и ушла прочь. Ученые на борту судна не могли поверить в происходящее. Они лихорадочно записывали каждую деталь,
осознавая, что стали свидетелями невероятного проявления межвидового взаимодействия. Когда вода успокоилась, китенок остался жив. Он тяжело дышал, но был цел. Дельфины не спешили уплывать. Они кружили вокруг него, словно проверяя, все ли в порядке. Затем один из них, крупная самка, подплыла ближе и мягко подтолкнула малыша своим носом. Биологи поняли, что она пытается увести его в безопасное место. В течение нескольких часов ученые наблюдали, как самка дельфина сопровождала китенка. Она плыла рядом, иногда подталкивая его, словно подбадривая, иногда погружаясь под него, будто оберегая снизу. Это было настолько трогательно, что некоторые члены команды не могли сдержать слез. К вечеру вдали показалась группа синих китов. Самка дельфина изменила направление и стала вести малыша к ним. Когда они приблизились, одна из самок китов подплыла ближе, внимательно осмотрела детеныша и, видимо, поняла, что перед ней брошенный малыш. Через мгновение она позволила ему плыть рядом, и вскоре вся группа медленно ушла вглубь океана. Самка дельфина некоторое время наблюдала за ними, словно убеждаясь, что малыш в безопасности, а потом развернулась и уплыла. Ее миссия была выполнена. Она спасла чужое дитя. Ученые на судне стояли молча, пораженные. Они понимали, что стали свидетелями чего-то поистине уникального. В последующие дни команда не раз возвращалась мыслями к увиденному. Начав собирать сведения, они выяснили, что подобное поведение дельфинов не единично. В разные годы в океанах фиксировались случаи, когда дельфины защищали не только своих детенышей, но и представителей других видов от нападений касаток. Один из таких эпизодов произошел в водах Антарктиды несколько лет назад, когда группа дельфинов спасла тюленя. Это событие даже удалось снять на видео, и оно вызвало настоящий ажиотаж среди ученых. Согласно рассказам очевидцев, тюлень, спасаясь от преследования, оказался среди дельфинов. Один из них заслонил его своим телом, а остальные начали метаться вокруг, создавая всплески и пузыри, сбивая хищников с толку. В течение 20 минут дельфины маневрировали, отвлекая касаток, пока те не отступили. Лишь когда опасность миновала, дельфины позволили тюленю уплыть. Эти наблюдения заставили ученых переосмыслить поведение морских млекопитающих. Они пришли к выводу, что такие действия невозможно объяснить простыми инстинктами. За ними стояло нечто большее, возможно, проявление эмпатии. Исследования показали, что дельфины обладают высокоразвитым интеллектом, сложной социальной структурой и способностью к сопереживанию. И, видимо, именно это побуждает их защищать слабых и беззащитных, даже если речь идет о существах другого вида. История о дельфинах-спасателях облетела весь мир, тронув сердца миллионов людей. Она изменила не только представление о поведении дельфинов, но и отношение общества к ним. Люди начали воспринимать этих морских обитателей не просто как дружелюбных животных, а как разумных существ, способных на сострадание. Возросший интерес к ним способствовал усилению мер по защите морских млекопитающих. Многие государства ужесточили законодательство, направленное на охрану океанской фауны. Были созданы новые заповедники, а существующие расширены. Так, в мире, который порой кажется жестоким и равнодушным, все же остается место доброте и бескорыстной помощи. И иногда самые удивительные уроки сострадания преподносят нам не люди, а жители морских глубин. Кто знает, возможно, изучая их, мы узнаем не только больше о природе, но и о самих себе. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.